So, about the mindful leadership conference. Да, добро пожаловать на нашу конференцию осознанного лидерства. So, in India, very famous leader called Gandhi, and he says, Так вот, вы знаете, допустим, великие лидеры, допустим, такие как Ганди, к примеру, говорили очень важные вещи. so leading by love is 1,000 times powerful than leading by fear. Он говорил такую важную вещь, что когда ты возглавляешь и ведешь людей за собой, руководствуясь любовью, это в 1000 раз мощнее, чем руководствоваться страхом. So, here you lead by love or fear? Вопрос, вот в России у вас как? Вот чем вот лидеры руководствуются, любовью или страхом? Why? Because we have monkey mind. Почему? Потому что есть то, что называется monkey mind. Do you know monkey mind? Знаете monkey mind? Да? Обезьяний мозг. How to say monkey mind in Russian? Обезьяний мозг. Обезьяний мозг. Бала-бала-бала-бала, яра-яра-яра. Да, это штучка, коробочка, которая никак не заткнется и постоянно что-то говорит. Yeah. So, always talking. Так вот. And also, if we don't want to be stressed, but we have no control. Особенно это касается таких жизненных ситуаций, где у нас какая-то ситуация стресса, и мы никак не можем справиться с собой. No stress. Okay. No stress. And more stress. Да. Естественно, все мы хотим избавиться от стресса, но так получается, что становится еще больше стресса. Oh, I want to go to my office with a nice smile. Today I want to treat everyone very nice. Или вот я утром даю себе такую установку, вот я сейчас приду в офис, буду такая вся хорошая, вот улыбка у меня будет замечательная, я вот ко всем буду хорошо относиться. Then you go to office. И приходишь ты в офис, значит, with a big smile. Вот, так с такой вот улыбкой прям шикарной. Good morning. Вот, доброе утро всем, такая вежливая всем. Good morning. Вот, и тебе доброе утро, и вам доброе утро. After 10 minutes later, И так проходит 10 минут, you see some problem. и начинается, понеслось. What happened? Там, я тебя, ты меня, и, ну, и сами знаете, как это бывает. Smile lost. И все, эта улыбка куда-то испарилась. Why? Как же так получается? Что произошло? Because of monkey mind. Это потому, что вся эта говорящая штучка у вас в голове. So, even though we don't want to be angry, but we have no control. Так получается, что мы не хотим злиться и гневаться на кого-то, но так получается, мы не можем эту ситуацию контролировать. Right? Правда? Так же получается обычно. We don't want to be worried, but we cannot control. Не хотим беспокоиться, но ничего не можем с этим поделать. And we don't want to be happy, but Хотим быть счастливыми и добрыми, но не получается. so these things normally making a lot of problem in our life, special leading with your work, company, your life. И вот это как раз ситуация создает серьезные проблемы в нашей жизни. Будь то личная жизнь, будь то жизнь на работе и так далее. So since 2002, I had a lot of discussion with scientists, and I'm guinea pig. Так вот, и вы знаете, с 2001 года, по сути, я являюсь лабораторной свинкой. Я начал работать с учеными, чтобы разобраться, как эта штука работает. You know guinea pig? Знаете, да, лабораторные свинки, подопытные? Такие маленькие, такие. Test subject. Подопытные. Normally guinea pig is white, but I'm red. Ну, я красный, они обычно белого цвета, но это не важно, просто подвид такой. So the scientists put me into the big machine called fMRI. Вот, и есть такая штука, МРТ, знаете, да, который мозг сканирует. Вот меня вот прям просканировали полностью. In America. Вот, и вот, чтобы посмотреть, что у меня там в мозгу происходит. So I went to many universities, especially in the University of Wisconsin. Да, есть такой университет Висконсинга и другие университеты, где я проходил эти исследования с учеными. So laboratory is very big, almost one floor. Видите, там целый этаж гигантской лаборатории, там куча всякого оборудования. Look like shape of white coffin. Ну и знаете, похож, знаете, когда МРТ, какой белый гроб такой туда ложишься и прямо, честно, как чувствуешь, как будто ты умер. And like tongue coming out, you know. У
Естественно, и даже это, ну, там такая штука вот выходит оттуда, ну, видели, да, наверное, как на картинках. And I have to lie down. Вот, и ты ложишься, заезжаешь туда, и тебя сканируют. They tied my head. Вот, и голову, чтобы она не болталась, ее вот так вот зафиксируют. And I have to go inside the machine. И так, собственно, заходишь в этот аппарат, приезжаешь, Like swallowing вот, ну и лежишь и ждешь, думаешь, что произойдет сейчас. for 3 hours. И вот 3 часа тебя сканируют подряд. And scientists are in the next room Вот, ну, а ученые, что называется, за стеклом сидит и все это наблюдает. having coffee, Вот они там пьют кофе, плюшки и там все такое. eat hamburger, Вот бургеры там едят, ну и там. and telling me to meditate. Вот, и говорят, а ты это, медитируй, пока мы тебя исследуем. So I have to meditate for 4 minutes. Stop meditation. 4 minutes. Meditate. Stop. Вот Meditate. такой режим. 4 минуты медитация, потом остановился. Потом снова 4 минуты медитация, потом снова остановился. И вот так вот 3 часа. So what is the result? Итак, результат. Very bad. Результат неутешительный. The result, they found many things. One is what they call neuroplasticity. So in the brain, there's a lot of the new neuronal connection. Да, первое, что они обнаружили, это явление, которое называется нейропластичность. То есть формирование новых нейронов в мозгу во время медитации. So 20 some years before, neuroscientists doesn't believe that your brain has capable of change. Вот. И самое интересное, что до этого, лет 20 за этого, ученые вообще не верили в то, что нервные клетки могут обновляться. Правда же? Мы же все знаем, что нервные клетки не восстанавливаются. So if you are born with unhappy, no hope, rest of your life unhappy. Вот если ты родился таким вот, ну, несчастным каким-нибудь, вот нет тебе надежды, и так вот до гроба и будешь несчастлив. Now they said, even you're born with unhappy, you can change your brain. Вот. А теперь они говорят, что нет, это возможно. Даже если ты родился с какой-то патологией, все равно можно измениться. There's hope. То есть надежда есть. And one of the best way to change is through meditation. И один из лучших способов произвести это изменение – это медитация. So while went to the fMRI, what they found is that gamma synchronized the many different part of brain works together. So the meditator can control the brain activity. So when they ask us to meditate, all the different part of brain works together for minutes, many minutes. И вот что самое интересное, они обнаружили, что в ходе медитации как раз медитирующий может контролировать различные части мозга. То есть они как бы начинают работать с энергией синхронно, то есть их работа синхронизируется. Non-meditator, when they look at the brain, now compassion, similar. Stop compassion, similar. So you cannot see the change in the computer by eyes. И самое интересное, что для тех, кто не практикует медитацию, схожее состояние наблюдается, когда человек находится в состоянии сострадания. So they have to analyze, put into the big computer many months, then they can see the differences. But for the meditator, even you can see eyes how the differences. Non-meditation between the meditation. So that is the most important point, what we call our mind has freedom. Так вот, и после месяцев исследований они как раз и пришли к выводу, что в ходе медитации человек создает то, что называется свобода ума, то есть он освобождает свой ум. И это очень четко видно даже по состоянию глаз, по движению глаз. So by meditation, eventually, if you don't want to be angry, you will not angry. То есть в итоге, в ходе практики медитации, вы можете избавиться, например, от состояния злости или гнева. Если вы захотите не гневаться, вы сможете этого добиться. So, how to practice meditation? Вопрос, как правильно практиковать медитацию? So how many of you meditated before? Raise your hand. Поднимайте руку, кто медитировал. Great. Замечательно. How was your experience? Ну и как оно? Прошло? Goes well, so. Типа того, на троечку. So, raise your hand. Да, поднимите, у кого на троечку вышла медитация. Works well.
у кого на четверочку, слабую, not work well. у кого вообще на минус. Meditation experience changes. Да, потому что медитации, они все разные, их не бывает две одинаковых. But it doesn't matter. Но это не важно на самом деле. Works well, not well, so, all set. Хорошо получилось, не очень, там вообще не получилось, ничего страшного. Maybe you don't believe, Вы скажете, ну как такое может быть? Это разве хороший результат? right? Правда? Not work well is same as works well. How this become equal? То есть подумайте, как можно приравнять хорошую медитацию к плохой медитации? Почему между ними знак равно? But if you know the secret of meditation, all these three are same. На самом деле, если вы знаете секрет медитации и суть медитации, что хорошая, не очень хорошая и вообще плохая медитация, они в сути своей равны. So do you want to know the secret? Хотите, я расскажу секрет медитации? В чем ее суть? Yes? Yes. Yes, raise your hand. Поднимите руку, кто хочет узнать секрет. Вот, естественно. I will see. А вот сейчас поглядим еще. Because this is secret, maybe I will not tell you. Потому что даже секрет рассказывать нельзя, поэтому я еще вот сейчас вот думаю, рассказывать ему или нет. What do you think? Ну, рассказать или нет, я вот просто вот сомневаюсь. Tell you? Ну ладно, хорошо. Видели. Okay. Сейчас расскажу. I will tell you. Сейчас. So, the secret of meditation is Так, секрет медитации заключается в том, что no secret. нет никакого секрета на самом деле. Вот и все. Okay. Это вам шучу. I will tell you. Это я вас троллю немножко. Сейчас расскажу. It is awareness. Суть медитации, ее секрет в осознанности. How to say awareness? Осознанность. Aswatan. Осознанность. Finish. Понимаете, вот и все. Вот и секрет медитации, осознанность. So, essence of meditation is awareness. Суть и цель медитации – это осознанность, присутствие. So, what is awareness? Так вот, что же такое осознанность? Awareness meaning knowing. То есть осознанность, то есть знание. So, knowing what you are thinking, То есть понимание, осознание того, о чем ты думаешь. knowing what you are feeling, Да, что ты чувствуешь, knowing what you are doing, о чем ты мечтаешь, knowing what you are seeing, hearing, whatever. что ты слышишь, чувствуешь, обоняешь и все остальное. Right? Вот. That's, Вот это то, что называется осознанность. can you raise your hand? Поднимите руку. Do you know you are raising hand? Вы осознаете, что вы сейчас подняли руку? Yes? Ну, так ведь? That is awareness. Вот и все. То есть у вас есть осознанность. Continue raise your hand. Вот и продолжайте поднимать руку дальше. Is there any temperature? Do you feel temperature in your hand? Чувствуете какое-то покалывание или изменение температуры в руке? Тепло? Yes. Да? Raise left hand. Поднимите левую руку, если так. Okay, that is awareness. Вот, это тоже осознанность. You don't feel temperature, raise your left hand. Если не чувствуете никакого изменения в руке, поднятой, поднимите руку. So if you don't feel temperature, that's also awareness. Вот видите, и то осознанность, и это. Чувствуете вы температуру другую, либо нет, это все осознанность. So, nose temperature, also awareness. Knowing that there's no temperature, also awareness. Если вы чувствуете тепло, это вы осознаете. Если этого тепла нету, то вы это тоже осознаете. То есть это все виды осознанности. Continue raise your hand. Так что продолжайте поднимать руку. Держите ее так. Do you feel pain here? Чувствуете, мышцы напрягаются? Усталость есть такая? Небольшая уже в плече. Pain? Вот здесь вот. Не покалывает, ни у кого не болит уже мышцы. If you know that there's pain, also awareness. Вот. И если вы чувствуете это, значит это осознанность. Continue raise your hand. Держите руку сейчас. Okay, now put your hand down. Так, а теперь опускайте руку плавно. Do you feel relief? Чувствуете, что стало легче? Мышцы расслабились. Do you know? Осознаете это? If you know, you feel relief, that is awareness. Видите, это осознанность. Вы осознаете, что мышцы стало легче. Right? Правильно? So for the awareness, it doesn't matter. Sensation, no sensation.
То есть для осознанности не важно, есть изменение состояния или нету. Это все равно осознанность. For the awareness, pain or relief doesn't matter. Боль или наоборот, избавление от боли – это все две стороны осознанности. So awareness is with us all the time. То есть осознанность в нас всегда. So awareness is like sky. То есть осознанность – это как небо, оно всегда есть. And this pain or relief or thought or feeling is like cloud. А вот боль, мысли, чувства какие-то, наоборот, облегчение – это как облака, которые плывут по небу. So for the sky, it doesn't matter, beautiful cloud or ugly cloud. Небо не важно, какого цвета облако. Там оно белое или оно там как дождевое. Cloud doesn't change the space. Понимаете, то есть облако небо не изменит. Isn't it? Правда ведь? Yes or no? Ну да или нет? Да. Even the storm, the worst storm come in the sky. Просто представляете, если прям худший ураган, прям, который когда-либо, все равно даже худший ураган небо не изменит. Essence of space is same. Понимаете, то есть суть пространства останется без изменений. It doesn't change the essence of space. Понимаете, то есть сущность пространства не изменится от этого. So in our mind, there's a good feeling, bad feeling, all just like cloud. Понимаете, то есть все наши мысли, хорошие, плохие, это как облака, которые плывут по небу. But awareness is always free. Good feeling doesn't change awareness, bad feeling doesn't change awareness. Осознанность, она всегда свободна, понимаете, и хорошее или отрицательное состояние, они от этого ее не изменяют. Okay. Now I will do one examination. Так, нужно провести тест. Давайте это сейчас сделаем. Okay, be ready, okay? Вы готовьтесь, что сейчас будет тест. Big examination. Очень важный тест для всех вас. Okay, I will ask 3 questions. Я вам задам 3 вопроса. So, how many of you know awareness now? Raise your hand. А кто из вас знает понятие осознанности сейчас? And how many of you so raise your hand? Вот, а кто пока не знаком или не особо знаком с этим понятием сейчас? And how many of you still don't know awareness? Raise your hand. Вот, а кто из вас вообще не понимает, что такое осознанность? Поднимите руку. Good. Хорошо. Now I will tell you the result. Так вот, результат теста. The result is Результат следующий. you all pass. Все, вам 7 пятерки. Believe or not believe? Верите или не верите, что вам 7 пятерки? Maybe some of you not believe. Вот кто-то думает, ну как же так, неужели я сдал тест? I will tell you Так вот, why you all passed. почему вы все прошли этот тест сейчас? So those who said yes, I know awareness, of course you passed. Ну, конечно, если вы подняли руку и сказали, да, я понимаю, что такое осознанность, естественно, вы прошли тест. Those who said I don't know awareness. И те, кто наоборот сказал, я не понимаю, что такое осознанность, тоже прошли. Do you know that you don't know awareness? То есть, знаете ли вы, что вы не знаете осознанность? If you don't know awareness, that means you know awareness. Понимаете? То есть, как только вы знаете, что вы не знаете, в эту же минуту вы ее осознаете. Видите, потому что вы ее не знаете. То есть, значит, вы знаете. I don't know what is awareness. Понимаете? Я не знаю, что такое осознанность. So you're aware of that. Понимаете? То есть, вы осознаете, что вы не знаете, что это такое. Значит, вы это знаете. So that is awareness. Понимаете? То есть, вы осознаете. And those who not sure, maybe I know awareness, maybe I don't know. Да, и те, кто не уверен, что понимает, что такое осознанность, все равно осознают это, свою неуверенность. If you know you're not sure, that's also awareness. Вы же знаете, что вы не уверены, что вы знаете. Значит, вы знаете. See, awareness is free. То есть осознанность, она всегда свободна. So awareness cannot obscure by knowing or not knowing. Понимаете, то есть осознанность нельзя заблокировать знанием или незнанием. It's not changed by clear or confusion. Ее нельзя как-то смутить резкостью, остростью ума или наоборот, запутанностью. It is not changed by good feeling or bad feeling. И положительные чувства, отрицательные. То есть ее ничто не меняет. So awareness is always free, То есть осознанность, она всегда свободна. always with you. Она всегда в вас и с вами.
always pure, Она всегда чистая. always present. Она всегда здесь и сейчас. So do you believe? Верите в это? So how many of you believe? Raise your hand. Поднимите руку, если верите. Good. Хорошо. So we might have one question. Итак, возможно, у вас будет вопрос. If awareness is free, pure, and I have awareness all the time, then why I'm not feeling free all the time? Если осознанность всегда с вами здесь и сейчас, и она всегда чистая и свободная, то почему я чувствую себя несвободным? Right? Правда? Почему вы себя чувствуете несвободным? Do you have answer? Есть у кого-то ответ на этот вопрос? Because of distraction. Distraction. Отвлекаемся. Any other? Может быть, еще есть какие-то ответы? Because we are human. Потому что мы люди. Так. Because of my monkey brain. Because of monkey mind. Monkey brain. Из этого обезьяньего мозга. Хорошо. Any other? Еще варианты какие-то? Because we don't really want to be happy. We don't. Because we don't really want to be happy. Потому что мы не хотим быть свободными и счастливыми. Because we associate ourselves with our thinking and our thoughts. Так, тоже вариант. Any other? Еще? Many conception. Я слишком горе от ума. Yeah. You know, it's there, but you gotta kind of tap into it. You know, It's always there, but right? You gotta, we got tap into it. yeah. То есть она вроде как есть, она с нами, но это такая сложная штука, и мне нужно разбираться, это как кубик Рубик и все такое. Это не то, что я сказала. That's very good point. Нет, вы это правильно сказали на самом деле. Я вас понял. Yes. So when I was raising my hand, I was aware of raising my hand, but I was forgetting about my leg. So I wasn't aware about my leg at the same time. Okay. Most important is Так вот, самое важное. we all have awareness, but we are not recognize our own awareness. We are not recognize our own awareness. Осознанность всегда с нами, другое дело, что мы ее просто не осознаем. Понимаете? This is a watch, right? Например, вот часы на руке. This is a watch. Часы? If you don't know our own watch, watch cannot tell us time. Понимаете? То есть, если вы не осознаете, что у вас на руке часы, то времени вы не узнаете. Yeah? Правильно? Часы же сами не откроют рот, не скажут, там, сейчас столько-то времени. Even though you have the best watch in the world, Понимаете? no benefit if you not recognize. Самые лучшие, самые дорогие часы в мире бесполезны, если вы не осознаете, что они у вас на руке. So we have to recognize our own wonderful watch. То есть нужно признать, что часы на руке, и они хорошие, и они могут дать нам время. Okay, so how to recognize this awareness? Так вот, как признать, что осознанность есть, и она с нами? You all recognize now. You all already recognize. То есть, ну, вы же уже в процессе находитесь. But the problem is we forget. Так, но вы как бы признаете, а потом забываете. So the meditation is all about recognize awareness and maintain that recognition. Так вот, суть медитации в том, чтобы признать, осознать и сохранить это осознание, признание, понимаете, своей осознанности. So now I will teach you meditation technique. Так вот, сейчас я вам дам одну технику медитации. How to maintain the recognition of awareness. Как находиться в состоянии вот этом осознанности, признания осознанности. Okay, so two choice, Так, два варианта. breathing meditation or sound meditation. То есть либо через звук, либо через дыхание. Which one you like? Какой больше вариант нравится? Sound. Breathing, raise your hand. Кто за дыхание? Поднимите руку. Sound, Кто за звук? Поднимите руку. almost same. Ну, 50 на 50, по сути говоря. Try Давайте. both. Okay. Попробуем и то. How many of you have breath? Raise your hand. Так, у кого? Breath? Breath. Breath. Еще раз, кто за дыхание? How many of you have breath? У кого было дыхание? Have. Есть дыхание, есть дыхание. Извините, там плохо слышно. How many of you have breath right now? Raise your hand. Сейчас дышит, поднимите руку. Okay. Так, прекрасно.
That is the breathing meditation. Все, вы уже помедитировали. Все, видите, все легко и просто оказывается. Easy. Видите, а вы переживали. Why? Почему все так просто? Because you know you are breathing. Потому что вы же знаете, что вы дышите. That's all. Вот и все. Very easy. Все очень просто. So, now we're going to practice together. Так, а сейчас попрактикуемся вместе. Just know that you are breathing. Breathing in, То есть вы сейчас вдыхаете, breathing out, выдыхаете, breathing in, да, осознаете, что вы вдыхаете, выдыхаете. breathing out. И вот так вы дышите. Okay. Now please keep your spine loosely straight. Вот. А сейчас, пожалуйста, позвоночник прямо, только не напрягайте его, пожалуйста, расслабьте. And you can use support, back support for your chair. Можете облокотиться на спинку кресла, если это вам поможет. Okay, now close your eyes Закройте глаза, пожалуйста. and just relax muscles in your body. Вот. И расслабьте все свое тело, мышцы тела расслаблены, Relax your head, голова спокойна, расслаблена, face. мышцы лица расслаблены, Relax muscles in your shoulder. а мышцы плеч расслаблены, спокойны. Relax muscles in your chest and the stomach, Мышцы груди и живота расслаблены, back and arm мышцы спины, руки, ноги, все тело расслаблено. and legs. Мышцы ног расслаблены. Now, please be aware of your breathing. Теперь осознайте, что вы дышите. Осознайте свое дыхание. Natural breath. Естественное дыхание, оно ровное и глубокое. Breathing in, breathing out. Вдыхаете, выдыхаете, спокойно, глубоко. Okay. Хорошо. How was it? Ну и как? Как всегда кто-то говорит. So, when you are aware of breath, many thought comes. Так вот, когда вы осознаете свое дыхание, наверное, какие-то мысли рождаются у вас. What I have to do, first list, second list, third list. Да, то есть прям по списку. Мысль такая, такая, такая. Yeah? Правда? If those bala 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 yada yada comes, okay, Ничего страшного, даже если эта говорилка включается в голове, пускай. don't block them. Не блокируйте эти мысли, пусть они звучат. You cannot block. Вы их все равно не заткнете. Let them come. Просто let они them просто вот пролетают мимо вас. As long as if you not forget your breath, then whatever thought comes, okay. Главное, что вы не забываете, что вы дышите. Тогда пусть эти мысли пролетают мимо. So if you not forget your breath, pizza comes. No problem. Let pizza come. Let pizza go. То есть до тех пор, пока вы не забываете, что вы дышите, осознаете свое дыхание, эти мысли приходят, уходят, ничего страшного. So don't try to block pizza. The more important is see that you are still remember your breath or not. Самое главное концентрироваться не на блокировании какой-то мысли или на ее признании, а на концентрации на своем дыхании. Помните о том, что ты дышишь. So if you still remember your breath, whatever thought comes, goes, don't do anything. You don't have to do anything. До тех пор, пока ты помнишь свое дыхание, какая бы мысль ни появилась, пускай она пройдет, придет, уйдет, совершенно нормально. Okay, now sound meditation. А теперь медитация через звук. Can you hear? Слышите? How many of you can hear? Raise your hand. Поднимите руку, если слышите. That is sound meditation, right? Вот это звуковая медитация. If you hear, Если не слышите. that means your mind with the sound. Да? То есть вы соединяетесь со звуком, когда вы слышите. So that is sound meditation. Вот это медитация звуком. So now we're going to practice together again. Теперь снова вместе попрактикуемся. So keep your
Так. Body loosely straight. Итак, снова позвоночник прямо, расслаблен. And close your eyes again. Снова закройте глаза, Relax your whole body расслабьте свое тело and listen to sound. и вслушивайтесь в звук. Okay. Хорошо. So, if you practice like this again, then our mind automatically become calm and pliable. При регулярной медитации такого рода, то есть ваш мозг, ваш ум, он станет податлив, потому что он будет автоматически настраиваться. So normally what we think is we try to make our mind calm. Зачастую мы просто заставляем наш мозг, пытаемся его насильно успокоить. No worry, no worry, no worry. Then become more worry. Не беспокойся, не беспокойся, не истери. И наоборот, становится еще хуже. No pizza, no pizza, no pizza, and more pizza. Понимаете? То есть никаких волнений, никакого гнева. Наоборот, только хуже становится. So you don't have to do that. Не надо этого делать. You need to connect with awareness, and then that begin with the breathing or sound, and eventually you can aware of anything. То есть через осознанность, посредством либо дыхания, либо звука, вы можете подняться на любой уровень, достигнуть очень высокого уровня осознанности. Even you can aware of your anger, Даже осознать свой гнев, stress, стресс panic, или природу своей паники, depression. своей депрессии. When you see the river, that means you are out of river, Понимаете, если вы реку видите, значит вы не в реке. right? Правильно? You don't have to stop the river. То есть вы же не обязаны реку останавливать. But normally we are fall in the river and carried by river. Понимаете? А мы обычно попали в реку, и она нас уносит своим течением. But now with the power of awareness, just by watching, be aware of whatever feeling and thought, then we are not under control by them. Понимаете? А благодаря осознанности, силе осознанности, мы можем просто наблюдать этот процесс, и пусть эта река проносится мимо нас. Она нас уже с собой не унесет. So then you will be a good leader, Таким образом, вы лучше будете как лидер, good leader for your life, лидер в личной жизни, for your work, на работе for everyone. и вообще для всех. Thank you. Спасибо большое. Спасибо большое. А есть ли у кого-нибудь вопрос? У нас есть буквально несколько минут, когда мы можем задать пару вопросов. Yeah, questions. So, thank you very much for your presentation. Now, I have a question. As your last words about people, I understand that humanity is the ability to have all these feelings. So, for me, it's a big question when I will become such Aware? such aware, will I lose an ability to feel all parts of my life? What do you mean when you see the river and it doesn't hold? Actually, I don't want to be held by a river, but I want to be a part of it, not to lose the connection, and not to lose the connection and the ability to be with people, Yes. my family, my friends, my relatives, and my
Maybe you can translate in Да, Russian. я перейду быстро. По поводу последнего вопроса, по поводу реки. Не произойдет так, что в ходе медитации, если я буду практиковать такую осознанность, я стану как бы бесчувственным, да, то есть и как бы дисконнект будет. То есть я уже не буду частью этих чувств, а они будут просто пропадать без меня, и это порвет мои связи там, на работе, в личной жизни и так далее. Yeah. So I think this style of meditation, this way, it will not lose. Many people have misunderstanding about meditation. So many people think meditation meaning think of nothing, block thought and emotion, no pizza, concentration. So then this style of meditation may lose. Если вы будете действительно практиковать именно пустоту, вот тогда да, такое может. А вот при правильной медитации этого не произойдет, так что вам не о чем беспокоиться. Многие просто считают, что нужно концентрироваться, ни о чем не думать, ни о чем не думать. Вот тогда действительно, да, может произойти этот разрыв. So when you see the river doesn't lose. Знаете, то, что вы видите реку, река, тем не менее, не перестает существовать от того, что вы не в ней. So you don't have to stop the river. Знаете, то есть реку не надо блокировать. But at the same time, you are not controlled by river. Да, но при этом вы как бы рядом с рекой, но вы не контролируемы этой рекой. So that is the secret of this meditation. Понимаете, суть медитации в том, чтобы не как раз, да, в баланс, то, что, вот, правильно. Yeah, you can. Where is the line between there? Как найти баланс, чтобы быть не в реке, но при этом не слишком далеко от реки. The balance comes just connecting with the awareness. And awareness is completely open. Not blocking thought, not making special state of mind. It's just completely natural. So by connecting with awareness, if there's cloud, nothing wrong with the sky. Sky is allowing the cloud. But at the same time, sky is not the cloud. Понимаете, что вот есть небо, есть облако. Да? Благодаря тому, что есть небо, есть облако. Но облако не тождественно небу. Понимаете, поэтому через связь с осознанностью вы создаете совершенно естественное состояние ума. Не какое-то искусственное состояние ума, которое вы на себя навели, а именно полная естественность абсолютно. Вот тогда у вас все будет в порядке. Спасибо большое. Вопрос с накопленной внутри энергией, например, как гнев. Да, то есть, если выходит в какой-то момент большое количество накопленного гнева, просто наблюдая его, нет выхода этой энергии. Как быть тогда вот в такой ситуации? So what do you do with anger? Let's say you have this anger, it builds up and builds up and builds up, and then it releases. If you just watch the anger, then nothing happens. You don't need to do. It's such a connecting feeling. Yeah. So the anger comes. Да, гнев. Normally, what we do is two things. Вот, в отношении гнева можно сделать две вещи. One, we fight with anger, Гневу можно стараться противиться, suppress. да, подавлять его как-то, контролировать свой гнев. That makes worse. В итоге будет еще хуже. Let's try one exercise. Попробуем одно упражнение с вами. You know pizza? Знаете, да, пицца, что такое? So I will teach you pizza meditation. Так вот, сейчас медитация на пиццу. So close your eyes Закройте глаза. for 1 minute. Итак, 1 минуту. Not allowed to think of pizza. И постарайтесь об этом не думать, об этой самой пицце. You can think of anything else, Думайте о чем угодно, но только не о ней. but no pizza. Знаете, ни о каких пиццах не думайте. No pizza. Все, я не ем пиццу. Okay. Хорошо. How was it? Как оно? Lot of pizza comes, right? Ну, это куча, да, то есть и в разных самых формах. So when we say no pizza, then we think more. То есть наоборот, ты стараешься подавлять это, а этого становится еще больше. So that's the one style that whenever we feel something we don't like, and we try to suppress, control, fight with it.
Это первый подход, когда мы пытаемся бороться, подавлять то, что нам не нравится. Then situation get worse. Да, становится еще хуже. Second style is, Второй вариант. then if this doesn't work, we give up. Да, можно сказать просто сдаться, опустить руки, если не получается подавить. We believe in anger. Да, я верю в гнев. Yes, sir. Да, сэр, гнев — это все мое. Anger, you are right. Да, гнев, ты прав. Надо ему отдаться этому гневу. Without showing anger, they don't want to listen to me. Правильно? То есть если я не разгневаюсь, если не наору на подчиненных, никто меня не будет уважать. I have to be tough. Просто нужно быть жестким лидером. It helps short time, but eventually you make a lot of enemy. Да, краткосрочный эффект будет замечательный, но вы наживете себе очень много врагов. And you are not happy. Правильно? И в итоге станет еще хуже вам. So this too doesn't work. Fighting doesn't work. Yes, sir, also doesn't work. То есть не работает ни вопрос, вариант, когда вы пытаетесь подавить его, ни когда вы пытаетесь ему отдаться. So, third option, Итак, третий вариант. make friends with anger. Подружитесь с гневом. How to make friends? Как подружиться с гневом? You can watch anger. То есть гнев можно наблюдать. When you watch anger, anger becomes support for your meditation. То есть гнев может питать вашу медитацию, если вы смотрите на него, если вы научитесь его наблюдать. Power of anger lost automatically. Понимаете? То есть и гнев таким образом потеряет свою силу. When you see the television, you are not in the television, Понимаете, когда вы смотрите телевизор, вы не в телевизоре. but still you can see television, Ну, вы же смотрите телевизор. right? So, for the anger, there's a lot of sensation in the body. А гнев вызывает острую реакцию тела. You need to watch the sensation. Поэтому нужно наблюдать за своим телом, как тело реагирует на гнев. Burning fire. Правильно, вас прямо разжигает изнутри. That's the image. Правильно? Такой прям уж Ой. красный туман такой над вами. But at the beginning, you cannot watch anger directly. Другое дело, что когда гнев только растет, вы пропускаете момент его создания. So first you watch your breath, То есть поначалу нужно концентрироваться на дыхании, listen to sound. да, слушать звуки. So try this every day, at least 5 minutes for 1 month. По 5 минут каждый месяц, каждый день в течение месяца. Попробуйте это. Then after 1 month, you can watch anger. И тогда такие медитации ежедневно перед этим, что вы сможете наблюдать за своим гневом. And when you watch anger, at the beginning, sometimes anger becomes stronger. Да, а порой, когда ты наблюдаешь за гневом, гнев в первые минуты может стать еще сильнее. Then listen to sound again, Тогда снова слушайте звук. back to anger. И потом снова смотрите на гнев. So then you don't have to suppress anger, you don't have to believe anger. Automatically anger will transform. Да. И тогда, когда не нужно будет ни подавлять, ни отдаваться этому гневу, гнев начнет трансформироваться. Давайте последний вопрос. Даже не знаю, кому они. Отлично. Давайте вот так. Они тянулись так, но вот эта рука тянулась. Thank you. My name is Dmitry. I want to ask about the different ways to start practicing meditation. We have a personal trainer. We have books, and now we have a lot of mobile applications to introduce meditation to a lot of people. What do you think about the last one, about mobile applications, like Headspace, Simply Habit, Calm, or others? Do you know them? Do you think it is a good way to start for a lot of people? Is it the right way to spread the meditation? Да, вопрос, как лучше начать медитировать? То есть есть персональный наставник, есть книги, есть, в частности, приложение мобильное. Что вы думаете по поводу мобильных приложений, в частности? Знаете, вы пользуетесь им, что вы думаете? Хороший ли это способ, в частности, снять медитацию? Yeah, so you can learn meditation from apps and the books or the YouTube, whatever. First step, you can learn that. But one of the important is the awareness. But some they teach you strong concentration. Some new age meditation is just fantasy, or some teach you kind of like make special state of mind. This doesn't work very well. But the key thing is the awareness. So if the whatever app or what they teach you that, it's okay. You can learn from there from
first. Yeah. Какой бы путь вы ни избрали, будь то там приложение, книга или личный наставник, очень важно, чтобы вы концентрировались на, прежде всего, осознанности. Потому что есть приложения, которые делают акцент на какие-то там New Age медитации, там астральные медитации, еще какие-то медитации, вот, вводят влево, вправо, то есть это все не то. Вот суть именно в концентрации на осознанности. Большое. Thank you very much. Мингьюр, the name of our conference is Connecting Meditation, Science, and Business. What would be your thoughts about how can business take advantage of awareness? So in the business, the most important, I think, good direction, good leader. You have mission, vision, strategy. To achieve that, is the most important is the person, people who works for that, who guide for that, to find skill for that. So, one of the most important skill for humanity is awareness, compassion, love, wisdom, all these things. This is special our power. We don't have wing, we don't have fame, we cannot jump very fast, but our power is wisdom, compassion, awareness. So these things really develop by meditation. If you not what we call inner peace develop inside, even you learn the outside skills, of course it has some result, but then it's a lot of side effect. Вопрос был по поводу того, как достичь осознанности в бизнесе, да? Потому что и ответ в том, что у каждого бизнеса есть видение, миссия, стратегия, но так или иначе все эти три элемента достигаются людьми, правильно, людьми, которые работают вместе, и поэтому нужно пользоваться тем, что у людей есть особенного. У нас нет ни крыльев, у нас нет ни клыков, да, каких-то как у животных, но у нас есть любовь, у нас есть сострадание, у нас есть осознанность. Поэтому через практику вот этих вещей, которые именно внутри являются частью каждого человека, мы как раз и можем достичь того, что называется осознанный бизнес, а именно ответственный бизнес. So, one of the scientific research, what I participate is what they call unstickiness. So they give us box, and this box produces hot water, very hot. They said after 10 seconds later, your wrist will burn. Вот, я участвовал в одном эксперименте, который называется по-английски unstickiness, да, то есть именно не цепляние. Так вот, и суть была в том, что горячий стакан стоит на руку, он прям реально, то есть прям кипящая вода, и говорят, что через 10 секунд прям вот кожа будет просто ожог. So if you meditate, when you hear the after 10 seconds you will burn, your mind still calm. When heat comes, clarity about heat become very strong. When heat gone, pala yada yada also down. И вот что самое интересное, когда ты медитируешь заранее, то когда действительно становится горячо, ты этот жар полностью осознаешь. И когда он тоже проходит, то есть ты его наблюдаешь, его возникновение, и когда он проходит, и вот эти мысли все, они тоже все исчезают. And non-meditators, the moment they hear 10 seconds later you will burn, rumination, yada yada, they all start. Ну, естественно, у тех, кто не медитирует, когда им сказать, что через 10 секунд будет очень горячо, они начинают паниковать. Они слышат таймер, у них начинается паника. А когда ты медитируешь, ты можешь состояние совершенно спокойно пройти, пережить. When the heat comes, the clarity of heat not so clear. Понимаете, то есть, когда они знают, что через 10 секунд сейчас будет очень жарко, а они начинают паниковать, потому что они не осознают этого жара, они даже не могут понять, насколько это жарко. Because so much yada yada. Потому что у них роятся мысли, которые там, им внушают это все. When the heat goes, still yada yada. И даже когда уже не жарко, когда уже отключили, они все равно думают, что жарко, у них там ожог на руке или что-нибудь еще. So if we have problem in office, we are not happy, and we bring this problem in our family life. Если проблемы на работе, они проблемы и в личной жизни, и наоборот.
And even if we have problem in family life, we bring this into our office life. Если у вас проблемы в личной жизни, это отразится на бизнесе, и наоборот, проблемы в бизнесе, вы эту проблему приносите с собой в семью. So when we are facing situation, our mind is not clear because so many filters, so you don't see situation very clear. И когда вы находитесь в состоянии проблемы, какого-то конфликта, вы не можете толком его осознать, потому что у вас фильтры постоянные, и вы не знаете, что с этим делать. Thank you very much. Давайте поблагодарим Мингьюра Ринпоче. Thank you.